крупнокалиберный переполох. Сейчас я еду устанавливать цель, и я хочу сделать такую спиралевидную из столбиков мишень, в которую я попробую попасть. Не факт, что я попаду, но, в общем, один парень мне сказал, что если я хорошо наведусь, и дал мне эту банку тушенки, говорит, ты попадешь обязательно, это как талисман. А вот такую трубу я взял метровую, чтобы вкопать их по кругу, так и обмотать целлофаном. Я хочу понять, какой же разлет осколков у 120-й мины. Это ведь, пожалуй, один из самых крупных калибров в нашем шоу. ПМ это не только пистолет Макаров, это еще и полковой миномет 1938 года. Тот, что за моей спиной. 120-очка представляет собой вот такую трубу. Сегодня у меня несколько экспериментов. Я хочу попробовать не только попасть по тем кругам, которые я только что сделал, посмотреть разлет осколков. Еще я присобачил тут одно кое-какое устройство. Баночка тушенки я таки распаковал и съел ее. А все, что осталось, я использую для вот такого вот агрегата. Сюда я зафигачил GoPro-шечку. Вот такую вот, и она попробует что-нибудь снять. Получится из этого что-нибудь или нет, насколько это опасно или нет, одному Богу известно. Ну а сейчас я сделаю первый пристрелочный выстрел, для того, чтобы понять, в какую сторону полетит моя мина, вот с этой самой GoPro-шечкой. Одену наушнички и дерну за веревочку. Одену наушнички и дерну за веревочку на счет 3. 3, 2, 1. Бам! Лети лепесток через запад на восток и да куда-нибудь подальше. Бом! Нехилая, блин, такая воронка, будто бы я повелитель бури. Это 120-й полковой миномет образца 1938 года, который с минимальными изменениями дошел фактически до наших дней во всех армиях мира побывав. Конструкция его настолько проста и при этом совершенна, что улучшением в первую очередь подвергались материалы, которые позволили стволу и более поздних одноклассников выдерживать большие заряды пороха. Из этого миномета можно вести огонь 120-миллиметровыми минами практически любых типов и производителей. Вес самой 120-й мины составляет 16 килограмм. У нее есть основной заряд, который вставляется в заднюю часть этой мины, и здесь капсуль-детонатор вставляется сюда, и, в общем, на таком заряде она пролетит примерно 500 метров. То есть она, если выскочит из миномета, например, из вот этого, наверное, не взорвется. Хотя YouTube знает много примеров. Вот эта штука, это, конечно же, не сыр. Здесь внутри находится, открывается и находится, чтобы открыть, находятся пороха. Пороха здесь выглядят вот таким вот образом. Хотя запах такой, знаете, как у хорошего трюфельного сыра. Вот эти мешочки, они отвечают за дальность стрельбы из миномета. Сам миномет стреляет на 5900, 5700 где-то так. А вот эти мешочки навязываются вот сюда, у этого самого, вот эта мина уже готова, но здесь видите такие отверстия, которые позволяют от основного заряда воспламеняется порох и мина летит дальше. Взрыватель выглядит вот таким вот образом, и у него есть регулировка О и З, осколочный или фугасный, мгновенного действия или замедленный. Все это регулируется вот этим вот ключом. И обратного действия, кстати, это действие не имеет. То есть, если ты перевел, то обратно ты уже этого не сделаешь. Ну и если колпачок скрутить, то это тоже будет быстрее взрыв. Если он остается, то еще больше замедления. Предохранитель повторного заряжания находится вот здесь. Выглядит вот он таким образом. То есть, если вы знаете, то шморгалка, за которую я дергаю так красиво, это один из вариантов. Он, скажем так, более-менее безопасный. Ну а если вы хотите стрелять одновременно, потому что можно до 16 мин выпустить вот в ту цель за минуту. А если вы запыхались или ваш товарищ настолько быстрый, что ему не успевает давать девушке, то в принципе вы просто бросаете одну, кидаете, пытаетесь вторую, и у вас этого не получится, потому что вот этот флажок, он в общем не позволит вам закинуть вторую в агонии войны. Это эпицентр взрыва. Сюда угодила 120-я мина и свои осколки здесь разбросала. Вот они от взрывателя
вот такие вот маленькие, а большие осколки, которые, в общем-то, ранят так, что отрывают части манекенных тел, если вы понимаете, о чем я. Ну и по крышкам вот таким вот тоже приходит звезда. Вот такие огромные дыры она оставляет здесь. И здесь была кучка покрышек, я попал вот сюда. Вот, например, вот эти маленькие выжили. А способны ли в окружности примерно 50 метров вот такие вот трубы, вкопанные по спирали, выжить под минометным огнем? Хотя нет, я сделаю по-другому. Я сделаю несколько кругов. Знаете, как инопланетные вот эти существа оставляют там в Индии, в Египте и все такое, пирамиды строят, вышки 5G. А вот я хочу построить вот таких вот 5 кругов, или может быть меньше, обтяну их пленкой. В конце концов у меня осталось всего лишь 6 мин, и моя мина должна выглядеть улыбающейся, потому что я должен хоть в одну из них попасть. Пленочкой пищевой обмотал я трубы, которые, в общем, купил за бесценок, ну, хотя на десяточку потратился. Вот это вот оградил я, так сказать, свое первое попадание, и хочу проверить, можно ли попасть в эту же цель с миномета второй раз. Говорят, миномет не стреляет в одну цель 2 раза, а вот я попробую попасть. Здесь нажимаю кнопочку, а здесь дергаю за веревочку. Бом! Посмотрим, куда она попадет. Так, вот наш кружочек. Летит. Она ушла значительно левее, правее точнее. Это хреново. Основное орудие ориентирования стрельбы в направлении стрельбы, короче, это вот эта самая бусоль, так называемая ПАП-2М. Она позволяет миномету стрелять по закрытым позициям, точнее с закрытых позиций, если вы не видите врага напрямую. МПМ-41. Визуально я могу обнаружить цель и по ней, возможно, при помощи бусоли попробовать сориентироваться так, чтобы попасть в цель. Но я не только попробую попасть по кругам, я еще кое-что попробую, это я расскажу позже. Сначала я попробую прицелиться. При помощи... Вот этот рычаг дает вам возможность делать легкую регулировку, чтобы не переставлять вот эти вот лапы, потому что здесь регулировка идет, чем ниже мы опускаем вот этот вот рычаг, тем дальше будет стрелять миномет. До 6 практически километров. И вот здесь вот такая штука, которая позволяет ему ориентироваться влево или вправо. Здесь на самом прицеле есть несколько таких своего рода строительных шкал, которые позволяют вывести уровень. Что ж, друзья, да разразится крупнокалиберный переполох. У нас тут на полигоне начинает солнце садиться, и это хреново. Камера в банке тушенки, банка тушенки в мини-120. 120 отправляется вон в ту трубу. И вот таким вот образом я ее сюда тихонечко засовываю. Вот так, вот так. И страховенько, честно говоря, немножко. Осталось только дернуть за веревочку. Но сначала подниму коптер. А вот что стало с камерой. При вылете ее просто раздолбало. Но карточка, кажется, целая. Посмотрим, что там получилось. Что там по прогнозам? Кажется, дождь. Ездил я тут с винтовочки, снимал у Лобаева, и зашел в один барчик вечерний на дискотеку. И там стояла девушка, и я подошел к ней, и она говорит: я разговариваю с тобой только по одной причине, потому что ты не местный. Я возмутился, я говорю: а как это ты поняла, что я не местный? И она говорит: да потому что местные не подходят к нам. Они могут всю ночь стоять, любоваться нами, и так несолоно хлебавшие уйти домой. А нам как развлекаться, мол, и все такое.
Вот труба, например. Вот эта труба, например. Ей хана, потому что ее просто размочалило в щепки. И все, что остается, это маленькая надежда. Водопровод даже из нее не починишь. Смотрите, какие попадания. Есть и маленькие, есть и большие куски оторвало. Сколько у меня тут было? 2, 4, 6, 8, 12 труб. 12 трупов, я хотел пошутить. Ну да, 12 труб выглядят вот таким вот образом. Смотрите, какое поражение. Это вам не шуточки. Это мне легко говорить, потому что я вам показываю войну, чтобы вы не то чтобы боялись ее, а для того, чтобы вы понимали, насколько разрушительную силу несут мины, пули и все такое. Вот посмотрите, круг вот такой вроде как большой, да? А мина угодила в боковину. И в разные стороны несколько вот этих вот труб просто разнесло. Одна стояла вот здесь где-то, она такая поломанная. Одну просто в щепки разнесло, как будто я просто в нее попал. А, да, я, кстати, в нее почти попал. Она ведь стояла вот здесь, а мина пригодилась вот сюда. Пригодилась, так сказать, прошлась чуть дальше. Видите, какой грустный смайлик? Знаете, о чем это говорит? О том, что с вами крупнокалиберный переполох, не подставляйте больше трубы. Вот, пожалуйста, кто бы мог подумать. Вроде бы маленькие, да, вещи попадания, а ведь смертельные. Идем дальше, двигаемся еще метров на 5 дальше. И вот еще один минус. Вы посмотрите, вроде осколок-то один. Да он не один, я тут вижу несколько осколков. 1, 2, 3, 4. Кому-то, конечно, не весело это смотреть, я понимаю. Потому что веселого тут мало. Но мы ведь показываем это для того, чтобы вы знали, что война — это плохо. И снаряды несут смерть. А вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Где-то метрах в 25 у трубы был шанс. Точнее, эту трубу можно забрать с собой. О чем это говорит? Так что, в общем, гуляйте смело под минами? Нет. Проверим мою теорию вероятности. Все-таки в 25 метрах стоит не одна труба, их несколько. И вот, к сожалению, в этой трубе, кстати, по самому низу даже прошлись некоторые видные отверстия. И опять же, такие покоцанные и сквозные. Труба, в общем, не сильно уж такая тонкая, она достаточно толстая. Проверяем дальше. О боже! Кто бы мог подумать, это труба, то что дальше, она ведь тоже смертельно ранена. Короче, 2 целых трубы и всем остальным трубам труба. Это говорит о том, что 120-й миномет лупашит так, что... Ой-ё, шире вселенной, горе мое. А знаете, почему я запел? Потому что обратно мне идти еще километров 5, наверное. А по этим буеракам невозможно не идти, не 5. Выйду ночью. Ладно, шучу, мы не закончили. Мы не закончили. Я хотел сказать, что вот те круги остались целыми, потому что я в них не попал. Хотя я в них особо и не стрелял. В общем, с вами крупнокалиберный переполох. Ставьте лайки, подписывайтесь и будьте счастливы. И, конечно же, на вечеринках подходите к своим любимым девушкам, которые вам нравятся, и не стесняйтесь. Крупнокалиберный переполох.